Значит, Назаренко Василий Моисеевич. Можно уже, да? Да. Родился 1930 года, 15 июня, село Войтовцы, Липовецкий район Винницкой области. Родители колхозники, работали в колхозе до войны. В период Отечественной войны тоже работали в колхозе до освобождения. Ну, и потом продолжали жить. А отца мы были заваривали, отец ушел на фронт и провоевал там до 45-го года. Вот и все, вот там, да, это все довоенный период. Перед период Великой Отечественной войны, значит, когда напали фашистская Германия на Советский Союз, войска продвижались, фронт продвижался очень быстро. И где-то во второй половине августа подходит к двору нашему во второй половине дня переночевать. Ну, видно, по виду, значит, что она еврейка, сама приходит переночевать. Тогда было все это доступно, просто и доверие было, все, заходи. Значит, переночевала, пообщались, ужинать надо. Тогда была одна миска и глиняная миска, и каждая ложка, деревянная ложка. Тоже других ложек не было, значит. Было у нас 5 членов семьи, отец, мать, старшая сестра, средняя сестра, и я самый младший. Вот это было 5 ложек, 6-ю ложку она пришла, надо было искать. Так. Ну, короче говоря, поужинали, переночевала, и потом она подходит к отцу и говорит: Моисей Васильевич, спасите жизнь. Отец собирает нас, всю семью, и рассказывает такое дело, что делать и так далее. Все мы 5 человек собрались и признали, значит, что все, спасать. Ну, пообщались там, поговорили, потом она рассказывает, что в Немирове, это от нас километров там 18-20, гетто, дочь там нарисовала ее внешний вид. Старшая сестра моя, Ефросинья, закончила 2 курса педагогического института в Киеве перед войной. Война началась, она приехала домой, значит, была склонна, способности, значит, осваивать иностранный язык. Ну, кое-как она там знала этот иностранный язык, значит, и нам, когда рассказала тетя Анюта, мы ее так называли, что там Бетя, она решила с двоюродной сестрой поехать в Немиров и забрать, ну, найти там и так далее, и далее. Ну, получилось у них так, что они приехали, а их выгнали на работу, дорогу строить. Они по внешнему, по определению, как она, мать, начала писала, они по внешнему виду ее узнали, увидели, и какими там путями, это был август месяц, конец августа, да, какими-то путями там они убежали оттуда, потому что да было еще доверия, никаких партизан не было, никаких ничего. И они убежали, вечером пришли. Вот эта встреча была, ну, я, будучи 11-летним там, или 12-летним пацаном, да, я до сих пор эта картина у меня стоит перед глазами, значит, вот трогательная встреча, конечно, потому что все. Они разошлись, значит, они думали, что никогда больше не увидят и так далее. Ну, короче говоря, вот такая встреча была. Ну вот и все, и начали спасать. И спасали. Расскажите о том, где вы их прятали, как это все проходило. Были же облавы какие-то, могли соседи придать? Значит, жили они у нас 2,5 года, приходились разные условия.
летом было легче решать эти все вопросы, зимой труднее. Значит, летом вы представляете, что такое украинская хата в селе до войны? Это был один зал вот такой там, и значит, и все. И все кровати там, или что там, ну, кухонька, может быть, выделена. Ну, жили, у них летом-то в сараях жили, в сарае. Там, ну, приспособились, сделали там, значит, соответствующую постель там и так далее. И так. Все было сделано. Зимой это было труднее. Значит, в хате окно туда было открыто одно, значит, на зиму не заделалось, за зиму заделать, там не заделалось ничего, значит, оно было открыто, в случае какой необходимости они выбегали и уходили туда, в огород, там речка была, за речкой там кусты были, поле и так далее. Но такого случая не было. Там один случай был, я не расскажу. Ну вот такие, и жили два соседи ни справа, ни слева, ни спереди не знали, ни сзади не знали, что они в нас живут. Родной брат отца, родная сестра, значит, почти в соседях, там в радиусе где-то, там, может быть, 100 метров жили. И они тоже не знали. И, значит, так было, конспирация такая была, что никому не показывали, потому что мы меньше боялись немцев, чем по их полицаев, там, значит, и так далее, и так далее. Соседи, ну, соседи есть соседи, значит, может быть, ну, во всяком случае, такого не, повторяю, ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади соседи не знали 2,5 года. И вот так жили. С одной миски питались, никакого, даже не поругались, даже муж с женой живут, когда-то за 2,5 года. Там, а это значит, никогда было полное взаимопонимание и никакого деления, что там мы украинцы, евреи и так далее, такого деления не было. И вот так они вот жили до 7 января 1944 года. В 1944 году нас освободили. Ну, а линия фронта, значит, перешла, это было, какой праздник 7 января? Рождество. Рождество. Вот наш народ встречал Красную Армию, очень рад, что все, значит, когда танки вошли в село, значит, народ велился все там встречать и так далее, значит, и, ну, самогонку несли, значит, там все, что кто мог, значит, и там очевидно, это я уже так представляю, что там продвинулись туда за Немиров. И вашего батька мобилизовали, да, на фронт? Да. Расскажите об этом. А что, значит, вот иду к этому делу, значит, когда нас освободили, потом отступили наша линия фронта, опять вернулась и мы опять попали под оккупацию до 23 марта 1944 года. Вот в этот период не только мой отец, а все мужчины призывного возраста, все пошли с Красной Армией. И отца, и там других, значит, мужиков, которые призывного возраста, их призывал полевой военкомат. Их, когда они ушли, там где-то все, мобилизовали их, вот, и они были мобилизованы и воевали там, вот так. И, кстати, и вот тетя Анюта с Бетей тоже они ушли с нашими войсками, отступали, тоже ушли. А потом мы, это уже вторая будет, уже как бы послевоенная, что ли. Вот это так было во время, когда мы встретились, когда мы вот так жили, как общались там и так далее. И один из случаев, вот, я говорил, что там, значит, окно было открыто, случай какой необходимости, что они убегали там и так далее, если бы, такой необходимость. А одна необходимость была. Значит, что один раз полицаев что-то наехало много, а я был, значит, пацаном,
разведчиком. Значит, я приходил, всю информацию ходил, значит, пойду имею право, значит, в село там сходить, и приходил, рассказывал родителям такая-то обстановка. А обстановка была такова. Партизаны ночью шли, значит, в соседнее село, их застал рассвет в нашем селе. Они в первую попавшуюся хату пришли, увидели, что там, значит, стоит сарай с сеном, и пошли туда отдыхать. Пошли отдыхать. А то оказалась хата заместителя старосты. Бандура его, значит, Бандуров, я не знаю их фамилии. Ну, короче говоря, он, значит, в район, полиция приехала, значит, подожгли этот сарай, и оттуда начали выходить партизаны, их расстреляли. 5 человек. Вот эта обстановка страшная стала. Вот я, значит, пришел к родителям, говорю, так вот, мы их вывели, я их выводил. Ну, я все, значит, потому что если кто-то будет отец и мать, значит, более, значит, внушительно, а я пацаном был, значит, я их вывел в скирду соломы прошлогодней на поле. И у них были там, ну, я должен сказать, не должен, ну, максимум дней 10. Пищу там, знаешь, водичку и так далее, я им туда носил. А это было, значит, скирда солома, поле, скирда солома, но она была площадь засеяна пшеницей там или ржой, я не знаю, чем там было засеяно, во всяком случае, там зерновые культуры какие-то были посеяны. И вот я им приносил туда. Душа болела, потому что солнце, июнь месяц был где-то. Перед урожаем, июнь, наверное, месяц был, значит, обгорелые там они и так далее, лицо обгорело. Все время были спрятаны возле. Ну, душа болела, на что приносил, значит, вот спасали. Закончилось все это, значит, вот это в селе. Неприятно, значит, мы их опять привезли домой, и опять продолжали жить, опять никому не показывали, никому не рассказывали, ничего, вот так и жили все, значит, ну я же не журналист и не писатель. Василий Моисеевич, а смотрите, вы были ребенком, а ваши родители, как вы думаете, они понимали, что они подвергают и себя опасности, и вас, и детей, и семью, всю? Отлично понимали, отлично понимали. Кстати, отец до оккупации, до начала Великой Отечественной работал бухгалтером колхоза. У него 4-классное образование, но он в селе был самый грамотный. Так, поэтому работал, значит, бухгалтером колхоза. Понимали, значит, ни радио, ни телевидения, ни света, ничего же не было, товарищ. Колхозникам деньги не платили до 1964 года. Ни за работу, ни пенсии, никого, ничего не было. Значит, и вот так жили. Вот так жили, значит, нигде ничего. И жили, выживали, вот так и все. И нормально было, никто не жаловался. Так что... Василий Моисеевич, а скажите, как вы думаете, какие качества должны быть в человеке, чтобы вот так вот решиться все-таки, рискуя своей жизнью, жизнью своих детей, прятать людей, подвергая опасности семью свою? Что может сподвигнуть человека на такое? Мне такой вопрос задавали, значит, сейчас я, ну, наверное, в 15-м или в 16-м, наверное, в 16-м году нас, праведников народов мира, собирают иногда в горисполкоме. Задавали, 5-й канал задавал вопрос. Я им ответил так. Совесть, порядочность, совесть. Вот и все. У нас... Ну, мы еще там остановимся, значит, еще порядочность была, наверное, совесть и больше ничего, значит, он мог бы отец сказать, что, значит, или все сказали, что уходите и так далее, значит,
не пошли на это дело. Знаете, я считаю, что совесть, порядочность, воспитанность человеческая. Вот и все по этому поводу. Это сейчас нам, праведнику народному, для того, чтобы я дойду, покажу там, значит, все это дело, потом решу, но это не пойдет. Сейчас требует этого, что нам праведник народный сейчас оказывает там, значит, пайками помощь, значит, хесед, знаете такую организацию, хесед? Знаете, да? Вот для того, чтобы мне оказывать помощь, материальную помощь, мне пишут, что пришлите справку о вашей пенсии, пришлите справку жены о вашей пенсии. Если с вами живут дети, всех живущих, вот пришлите справку, пришлите мне копию трудовой книжки. Это тоже записывается, да? Мы все вырежем. Но это мы потом оставим. Вот такое дело. Значит, поэтому я считаю, что родителям у них совесть была. Значит, мы... И что к этому я давал? Вот мы увидели, значит, война закончилась, значит, когда линия фронта передвинулась, и они ушли, и потерялись мы. Все, мы откуда знаем, куда они ушли. Но вот дочь Клава была она капитаном Красной Армии, помогла им. Они сами с Тульчина, есть Тульчин район в Винницкой области, Тульчина. А она им помогла получить комнату в коммуналке в Виннице матери и Бетти. Вот они там, значит, все. Потом они через некоторое время написали нам, появились, и все, значит, все, нам считались, они, ну, значит, считали, что мы их спасители, так, Бетя называла меня братом, а сестер сестрами и так далее, потому что вы мне спасли жизнь, она все понимала, значит, ушли, и потом появились, а сестра старшая, значит, после 2 курса, я вам говорил, закончила тут, она в Винницкий институт поступила на 3-й курс, значит, приняли ее на 3-й курс, она заканчивала там в институте, там с ними общалась. И я потом, значит, потом мы все общались, они написали, они, кстати, начали ходатайствовать о присвоении нам, праведнику народов мира. Они эмигрировали? Как? Эмигрировали? Куда? Это тоже расскажу. Не эмигрировали, а наверное, да, ну, наверное, будет правильно это. Значит, ну, общались все время, значит, я уже будучи, ну, а я в 47-м году ушел, непоследовательность, видите, уже, значит, в 47 я больше домой не возвращался, значит. Куда вы ушли? Я ушел учиться, закончил 7 классов. И поехал во Львов учиться в железнодорожный техникум. Значит, закончил техникум, потом направили на работу в Шепетовку. В Шепетовке я поработал, полгода призвали в ряде советских вооруженных сил. И я там пробыл до 85-го года, 34 года. Призвали вас... В 51 году, в декабре месяце. Не, ну потом, соответственно, я учебные заведения, вузы заканчивал там и так далее, кроме техникума, значит, я... Где вы еще учились? В Одессе, А это в Калинине, в Одессе. Я много в Ленинграде, в Улан-Удэ. А в Одессе вы заканчивали что? Военное училище. Одесское военно-зенитно-артиллерийское училище имени Молотова в 1955 году. Да? А? Вы так и остались в армии? Да. Ну расскажите немножко, там, где вы служили еще? Дальний Восток. Дальневосточный военный округ был, город Хабаровск. Значит, в городе Хабаровске, в городе Биробиджане. Так.
Находка есть такая, находка, конец, значит, дальше. И вот находка, и бухта, значит, самая отдаленная точка, конец Советского Союза, бухта Ольга. Это когда приезжаю, а там во Владивостоке морской вокзал и железнодорожный, они вместе. И если, значит, в бухту Ольгу идти, значит, садись на там ходят корабли пассажирские, садишься на корабль, значит, и всего-навсего 36 часов от Владивостока, это все, и там конец. Земли больше, сухопутной земли там дальше нет. Вот. Это берега Японского моря там и так далее. Вот там я приходил в службу. А потом вот туда, значит, послали на учебу, освоили новую технику, и я вернулся. Уже пошел, значит, ну тут в район Находки уже меня вернули, ближе сюда. Да. Не вернулся, меня вернули. Не я бросился, не я возвращался, а меня вернули. Ну а потом уже тут, под Владивостоком, 60 километров от Владивостока, Раздольное есть такой, Надеждинского района. И там я прослужил 8 лет командиром полка. Вот моя, значит, такая короткая автобиография. Ну, рассказать, значит, все это... А звание у вас какое? Полковник. Значит, все это, как бы что-нибудь не сказать. Значит, все это приходилось в неудобных, значит, тяжелых, значит, бытовых условиях. Все эти троеборье, значит, это дрова, вода привозная там и так далее, мусор этого троеборья, это жены боролись. Это труднейшие условия были, но это отдельная тема, она к ним не подходит. Так вот, возвращаемся к Бете и к тете Анюте. Значит, тетя Анюта где-то, наверное, в 76-м, в 78-м, точно даты я не помню, умерла. Бетя, вот Бетя, вышла раньше замуж, родила сына, сын женился, значит, уехал в Израиль, развелся с женой, вернулся в Винницу вернулся, значит, потому что родители в Виннице, женился на украинке, с ребенком взял и поехал в Германию. В Германии несколько, не помню сколько, не скажу сколько, значит, и прожил, она тоже, жена умирает. Дочка останавливается с ним, с Яном, сын Ян, значит, и живет, сейчас я не знаю, она уже взрослая, я не знаю, где, в каком случае. Дальше, Бетя в сентябре 2005 года умерла. До этого мы с ней общались по телефону и так далее, значит, по телефону, ну, у меня есть их номера телефона, значит, после ее смерти звоню, вот мужа ее, значит, не отвечает. С сыном я связи никакой не имел, а этот Женя не отвечает, Евгений Филиппович. Ну, что, значит, и все. А с Бетей мы очень часто разговаривали, и много разговаривали. Я говорю, что Бетя, гроши. Она говорит, Васенька, никаких грошей, значит, я могу тут сколько угодно, говорит. Я такой жизни, говорит, не знал и не видел, но если бы я могла, она была полненькая такая, значит, если бы я могла, я пешком пошла в Винницу. Значит, моральное состояние, наверное, такое было, значит, что-то окружающая среда не удовлетворяла. Вот такая вот конечная жизнь, вот такая. А Ян и там сейчас живет, значит, я с ним никакой, но... В Германии.
В Германии, да. И там эта дочка, которую он усыновил, и второй уже жены, значит, она, он усыновил, и она тоже, я так думаю. Я повторяю, что после смерти Бетти, я ему звоню в телефон, значит, не отвечает. Но дал я номер телефона дочери своей, а ее дочь закончила стоматологический факультет Киевского. Ну, и они там, значит, хотели, наверное, организовать себе отдельную там, значит, стоматологию, что ли, значит, говорит, связалась, а он приезжал к нам, вот этот сын их приезжал к нам в 87 году на свадьбу моего сына. Значит, он познакомились вот так, вот я его единственный раз и видел. И вот потом дочь моя звонит ему, значит, помоги кресло вот это для стоматологии приобрести. Значит, как там можно, вот там нельзя. Хорошо. Он взял, принес, значит, принял этот заказ, значит, и начал там узнавать и так далее. Ну и звонит ей потом в Киев. Значит, Оля, я тебе помогу. Я могу помочь, но это кресло будет в 2 раза дороже стоить, чем у вас там в Киеве. Вот все. И на этом вся связь закончена, до сих пор никакой связи. И больше я с ним о нем ничего я не знаю.